Произошло это в глухих лесах Восточной Сибири, в ту пору, когда на календаре вовсю хозяйничал март и зима шаг за шагом сдавала свои позиции. По заснеженной узкой тропе на медленной скорости двигался снегоход. Управлял им охотник, промысловик, родом из здешних мест. Он хорошо знал эту часть леса и не удивился, когда на тропе возник большой, темно-серый волк. Хищник, учуяв человека, помчался вперед, намереваясь поскорее уйти к реке, где легче было разминуться с охотником. Глаза промысловика загорелись алчным блеском, и он уже предвкушал радость того, как за голову волка получит премию от охотничьего хозяйства. Хоть и быстро бежал волк, а снегоход охотника следовал за ним по пятам. Промысловик уже приготовил двустволку, чтобы, как только представится случай, сразу открыть огонь. Хищник не сходил с тропы, так как сугробы были больше метра, то свернуть в сторону у него не получалось. Наконец, вдали показалась замерзшая гладь реки. Волк ринулся к ней, надеясь перемахнуть на тот берег и скрыться в заснеженной чаще. Пробежав метров 30, зверь замер. Охотник, намереваясь сберечь патрон, решил сбить волка снегоходом. Но едва он поравнялся с хищником, как лед под ними затрещал, и в образовавшуюся воронку рухнули и волк, и человек со снаряжением и снегоходом. Ледяная вода моментально перехватила дух. Теплая одежда охотника, намокнув, могла камнем утащить на дно. Снегоход не потонул полностью, а плавно опускался ниже и ниже. Волк отчаянно греб лапами, но никак не мог уцепиться за скользкий лед у кромки. Мужчина же старался не шевелиться, чтобы не потопить транспорт окончательно. Положение складывалось критическое, охотник вдруг осознал, что в скором времени они оба уйдут под лед, поэтому, когда в очередной раз волк предпринял попытку выбраться, мужчина подтолкнул его, подставив ему свою спину. Зверь, рванувшись из последних сил, смог выбраться на спасительный лед. Охотник ощутил, как под ногами снегоход камнем пошел на дно. В отчаянии он посмотрел на волка и понял, что хищник не убегает, а медленно приближается к нему. Дальнейшие события промысловик помнил, как во сне. Волк схватил его за рукав и со стервенением принялся тянуть на себя. Следует заметить, что сил у зверя было немерено. Охотник извивался всем телом, пытаясь оттолкнуться и влезть на лед. Но одежда предательски тянула на дно. Наконец, ему удалось обеими руками уцепиться за густую шерсть волка, и хищник из последних сил, не переставая рычать, рывком вытянул мужчину на лед. Зверь и человек обессиленно упали на заснеженную поверхность реки, пытаясь перевести дух. Волк ушел первым, он поднялся и не спеша отправился в сторону ближайшей чащи. Охотник же, боясь становиться на лед в полный рост, полз до берега по-пластунски. Мужчине повезло, обледеневшего горемыку подобрал местный егерь и отогрел в своей сторожке. О том, что произошло на льду, мужчина предпочитал не рассказывать, так как ему мало кто верил, он и сам толком не понимал, почему волк тогда его спас. Наверное, милосердие присуще не только людям, но и диким животным. Хочется верить, что этот урок он усвоил и больше ему не захочется забирать чужие звериные жизни.